Ни для кого не будет откровением тот факт, что на данный момент в eFootball не хватает режимов. И дело касается как оффлайн режимов, так и онлайн режимов. И тех и других режимов не хватает в полной мере, несмотря на один большой режим в лице Dream Team. Однако об оффлайн режимах в лице Мастер-лиги мы уже говорили неоднократно, поэтому сегодня предлагаю поговорить про один из онлайн режимов, который срочно необходим eFootball на данный момент. Но обо всем, как говорится, по порядку. Я рад вас всех приветствовать на канале Realistic PES, и перед началом напоминаю о нашей привычной активности в виде ваших лайков и комментариев под этим роликом. Ну а если вы находитесь здесь впервые, то обязательно подписывайтесь с колокольчиком. Ну а мы приступаем. Что в PES, что в FIFA существует множество онлайн-режимов, и какой же из них необходимее всего для eFootball на данный момент? Я считаю, что это кооп режим. Режим, позволяющий игрокам играть бок о бок с такими же игроками, как и они. То есть буквально это воплощение карьеры за игрока, только немного в ином виде. В виде онлайн-матчей и не такой кастомизации, как у того же оффлайн режима. Я полагаю, что большинство знакомы с кооп режимами, а поэтому в лишнем представлении не нуждается. Однако, если кто-то не понимает, что такие режимы из себя представляют, то, как я и говорил, эти режимы позволяют играть онлайн с другими игроками. И хочу сказать, что это на самом деле интересная перспектива поиграть за одного футболиста в онлайне, а не за всю команду, как мы привыкли это делать. Играть с такими же игроками бок о бок, как и ты, полагаться и общаться с другими игроками. В перспективе это звучит и выглядит очень даже интересно. А опыт подобной игры в PES 2021 тому лишнее подтверждение. Яркий тому пример — команда PES Makers. Это самое что ни на есть киберспортивная команда по PES, которая представляет из себя лучших игроков из России, Украины и прочих стран, которые так или иначе успели затесаться в команде. В комьюнити 11 на 11 эта команда известна как нельзя лучше. И оно неудивительно, ведь ее история тянется еще с годов 15-16 во время выхода PES 2016. И с того момента команда проделала очень длинный путь, который продолжается и по сей день. За плечами у PES Makers достаточно много различных турниров, которые они успели как завоевать, так и завоевать призовые места, что на самом деле очень даже здорово. Ну и это еще не все. У данной команды присутствует своя академия, которая растит этаких киберспортсменов по PES, а теперь уже и eFootball. Она достаточно молодая, и ее преимущество в том, что любой желающий может опробовать свои силы и, так сказать, в будущем попасть в команду PES Makers. Но Академия не только растит будущих игроков, но и также принимает участие в различных турнирах. Один из таких — это топовый дивизион польской лиги EPL League, в котором сезон идет с февраля по май, и в которой команда Академии вышла напрямую, без всяких стыков. Переходом от PES к eFootball стало очевидным, что в эту игру нужно учиться играть заново, даже несмотря на то, что геймплей стал похож на PES-овский после обновления до версии 1.0.0. И, к слову, PES Makers в рамках своей академии также занимаются обучением игроков. Они просвещают во все тонкости игры, учат игроков, как играть эффективнее и, соответственно, результативнее, чтобы добывать необходимый команде результат. Поэтому, даже если вы не рассчитываете попасть в киберспортивную команду, то как минимум в рамках их академии вы можете заметно повысить свой скилл. И сейчас у большинства может возникнуть вполне справедливый вопрос: а к чему я все это рассказываю? А к тому, что пока такие режимы как кооп отсутствуют в eFootball, все подобные турниры и мероприятия в рамках 11 на 11 достаточно сильно простаивают, точно так же, как и основная команда PES Makers. К тому же режим коопа, или же 11 на 11, это своеобразный мирок в серии eFootball, который живет своей жизнью и в рамках которого команда строится годами, и того больше. И на примере PES Makers я это как нельзя лучше продемонстрировал. Команда с историей, которая внесла неоспоримый вклад в развитие комьюнити 11 на 11. И пока данный режим отсутствует в eFootball, он ставит под угрозу все труды не только этой команды, но и команд из других стран, которые также проводят соответствующие турниры. А поэтому, чтобы сохранить это комьюнити, сохранить весь антураж подобных игр, подобного экспириенса, в первую очередь Konami нужно вернуть именно кооп матчи. И пока мы все с вами ждем появления коопа в eFootball 2022, PES Makers проводит достаточно интересный конкурс, условия которого — иметь аккаунт в экосистеме Яндекса и подписаться на их Яндекс.Дзен. Написать под любым постом в Яндекс.Дзене кодовое слово, а именно eFootball. По итогу вы можете получить подарочный сертификат в виде подписки на Око Футбол или же их фирменную футболку с доставкой. Окончание розыгрыша и награждение будет 20 мая в 12 часов по московскому времени, а поэтому у всех желающих еще есть время. Ссылка в описании.
Но как считаете вы, дорогие друзья, какой режим, по вашему мнению, сейчас необходимее всего в eFootball 2022? Можно упомянуть любой режим, будь то оффлайн режим или же онлайн режим. Если вы считаете, что нужна карьера, то пишите карьера. Если вам кажется, что нужен какой-нибудь драфт в eFootball, то пишите про драфт. Ваши ответы я буду ждать в комментариях под этим роликом. Напоминаю вам, чтобы вы не забывали поддерживать это видео своими лайками. Ну и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. У меня на сегодня все, и я всех благодарю за просмотр этого ролика. Всем удачи, дорогие друзья, и до скорых встреч!